Всем привет, дорогие друзья! Сегодня замечательное событие. Нас уже 2 миллиона. Я от всей души хочу вас поблагодарить за ваше доверие, за вашу любовь. Спасибо за ваши чудесные отзывы и комментарии. Кулинария – это моя любовь. И, честно говоря, я никогда не думала, что нас соберется здесь так много, что мои рецепты, мои идеи понравятся так многим людям. Для меня это просто невероятное ощущение. И то, что вы здесь со мной, на этом канале, пишете ваши комментарии, все это дает мне толчок для каких-то новых идей. Хочется готовить, что-то придумывать для вас и делиться с вами всеми новыми рецептами. Когда в 2017 году я впервые выпустила мой авторский рецепт куличей Крафинов, я никогда не думала, что это станет настоящим трендом в пасхальной выпечке. Этот мой рецепт, конечно, уже сделал, наверное, точно весь интернет. Я очень рада, что многие блогеры указывают мое авторство. В прошлом году я обновила этот рецепт, улучшила, выпустила кулич Крафин 2.0. Друзья, в этом году я предлагаю вам еще один очень вкусный рецепт куличей Крафинов, обновленный. Можно сказать, что это кулич Крафин 3.0. И также у меня здесь еще очень интересная выпечка в итальянском стиле. Это Коломбо Крафин. Я уверена, такая выпечка понравится очень многим, потому что многие меня просили сделать вот эти куличи Крафины более сладкими, более такими сдобными. И я учла ваши пожелания. Сегодня эти куличи получаются невероятно сладкие и вкусные. Сверху ореховая глазурь. Она получается очень такая вкусная и придает вот такую замечательную корочку этим куличам. Очень красиво. Много цукатов, изюма. Тесто похоже на кулич панеттоне, а сама структура именно слоистость, как у Крафина. Друзья, и теперь у вас аж целых 3 рецепта кулича Крафина. И вы для себя можете выбрать, какой вам нравится больше. Ваш пасхальный стол будет самый красивый. Приготовим первое тесто. И для этого мне понадобится в первую очередь активирую дрожжи. Добавляю в воду сахар, всыпаю дрожжи, перемешиваю и оставлю таким образом постоять минут 5-7. В миску просеиваю муку. Добавляю подошедшие дрожжи и лопаткой замешиваю тесто. Ничего сильно вымешивать не надо, просто чтобы вся мука смочилась водой. Получается вот такое достаточно вязкое, липкое тесто. Закрываю миску пищевой пленкой и оставляю тесто для брожения часа на 4 при комнатной температуре. Либо можно миску отправить в холодильник на ночь и уже на следующий день готовить основное тесто. У меня прошло примерно 4 часа. И посмотрите, как выглядит первое тесто. Сначала на нем выросла достаточно большая шапочка, затем она как бы немного провалилась. Тесто хорошо перебродило. Я его сейчас обминаю. Если вы будете это тесто ставить на ночь в холодильник, вы его потом заранее достанете из холодильника, чтобы оно прогрелось до комнатной температуры. И для приготовления основного теста мне понадобится в теплом молоке разведу дрожжи. Добавляю 1 чайную ложку сахара от общего количества. Всыпаю дрожжи. Хорошо перемешиваю и оставлю постоять минут 5-7. В миску разбиваю 2 целых яйца и добавляю 2 желтка. Всыпаю сахар. Хорошо перемешиваю венчиком. Добавляю в массу первое тесто. Перемешиваю. Добавляю подошедшие дрожжи с молоком.
Добавляю 2 чайные ложки экстракта ванили, цедру апельсина и лимона, пол чайной ложки соли. Постепенно просеиваю муку и замешиваю тесто. Добавляю мягкое сливочное масло. Тесто получается немного липкое, и поэтому я дополнительно добавлю еще 50 граммов муки. То есть всего на замес у меня ушло 600 граммов. И теперь перейду к замешиванию теста на столе. Буду месить его, пока оно полностью не перестанет приставать к рукам и к столу. Муку я больше добавлять сюда не буду. Сейчас тесто я мешу примерно 7-8 минут. Оно у меня уже к столу не пристает. И точно так же к рукам фактически не липнет. Вот оно должно быть таким нежным. Миску смазываю растительным маслом без запаха и руки также. И подбираю тесто. Подкатываю его в шар. Перекладываю его в миску. Закрываю пищевой пленкой и отправляю на расстойку в теплое место примерно на 1 час. Тесто должно увеличиться в объеме более чем в 2 раза. Обычно я ставлю миску с тестом в микроволновку, рядом ставлю стакан с горячей водой, закрываю дверцу микроволновки, и у меня получается такой теплый шкафчик. При этом, конечно, микроволновку я не включаю. Пасхальную выпечку Коломбо пекут в специальных формах. Это форма в виде голубки. Причем эту форму я сделала сама из обычной фольги. И здесь у меня внутри выложена пергаментная бумага. Я взяла разного размера стаканы. Вот у меня 2 таких стакана и 2 такие кружки большего диаметра. Выложила их вместе и затем аккуратно при помощи обычной фольги вот так хорошо фольгу прижимаю к моим кружкам и стаканам, и получается уже такая форма. Фольгу надо использовать в несколько слоев, чтобы форма, конечно, не деформировалась во время выпечки и во время подхода теста. Посмотрите, у меня получилась вот такая достаточно плотная форма. Я использовала где-то 7 слоев фольги и здесь внутри выстелила все пергаментной бумагой. Высота моей формы получилась, я вас сейчас сразу сориентирую, чтобы примерно было понятно, 11 сантиметров. И вот по длине у меня получилась форма 25 и по ширине 18 сантиметров. Для рецепта можно использовать любые цукаты и изюм. У меня апельсиновые цукаты 80 граммов и 250 граммов разноцветного мягкого изюма. Если вы хотите, изюм можно замочить, но затем обязательно его надо обсушить на бумажном полотенце. Изюм у меня крупного размера, поэтому я его немного порежу. Сейчас я подготовлю ореховую крошку. Здесь у меня обжаренные грецкие орехи и миндаль. Обязательно орехи надо обжарить. Как видите, у меня получилась вот такая мелкая крошка. Всыпаю сюда 80 граммов тростникового сахара. Перемешиваю. Тесто хорошо подошло. Для этого мне понадобилось примерно 1:30 часа. Так как это тесто достаточно сдобное, в нем много сахара и масла, поэтому оно может подходить чуть дольше. Достаю тесто из миски. Посмотрите, какое оно получилось пышное. Всего вес моего теста получился примерно 1 килограмм 400 граммов. Я отделю 650 граммов для Коломбы. А из остального теста я сделаю 4 кулича краффина. Больший кусок теста я перекладываю пока обратно в миску и закрою его пищевой пленкой. И займусь формированием краффина Коломбо. Для того, чтобы тесто хорошо раскатывалось, дам ему отдохнуть минут 5. Рабочую поверхность подпыляю мукой. Выкладываю тесто и буду его раскатывать в тонкий пласт. Как обычно, формируем краффины. Если надо, подпыляем тесто мукой. Чем тоньше получится пласт теста, тем больше будет слоев. Длина получилась 64 сантиметра и ширина 56 сантиметров.
Для слоения я буду использовать мягкое сливочное масло комнатной температуры. Хорошо смазываю тесто. Сверху присыпаю ореховой крошкой с сахаром. Распределяю сверху изюм и апельсиновые цукаты. Конечно, стараемся распределить изюм, цукаты и ореховую крошку таким образом, чтобы хватило на 2 рулета. А второй рулет у нас будет чуть больше, чем первый. И теперь аккуратно все сворачиваю, плотно поджимая. Делаем такой плотный рулет. Разрежу его на 2 неравные части. Каждый рулет разрезаю пополам вдоль острым ножом, чтобы, конечно, не примялись слои теста. Формирую краффин. Сначала, как обычно, формирую дно. Стараемся сделать так, чтобы вот эти все слои были видны. И делаем вот такой сверху узелок. Все цукаты, которые вывалились, вставляем на место. Беру форму. Там, где большое крыло, вставляю большие краффины. И там, где маленькие крылья, вставляю маленькие. Красиво расправляю тесто внутри. Отправляем все это на расстойку. Закрываю пленкой и оставляю таким образом, чтобы тесто заполнило фактически всю форму. Точно таким же образом я буду раскатывать и второй кусок теста. Повторяю все точно так же. Присыпаю все ореховой сахарной крошкой. Немного этой крошки я оставлю для глазури. Распределяю весь оставшийся изюм и цукаты. Рулет я разрезаю на 2 части. У меня получится таких 4 небольших кулича краффина. Я буду их выпекать вот в такой форме. Диаметр 9 сантиметров и высота 8,5. Сформированные куличики перекладываю в форму. Форму я ничем не смазываю, так как здесь достаточно масла. Накрываю сверху пленкой и оставляю также на расстойку, чтобы тесто заполнило всю форму. Приготовим специальную присыпку или глазурь. Для этого мне понадобится белок. Я его разболтаю. И в разболтанный белок я добавляю ореховую крошку, которая у меня осталась, вместе с сахаром. И перемешиваю. Получается вот такая сладкая ореховая глазурь. У меня прошел примерно 1 час 20. Посмотрите, как увеличилось тесто в объеме. Заполнила фактически всю форму. Смазываю все глазурью. Именно вот эта глазурь придаст такую хрустящую корочку. Помимо ореховой глазури, традиционно итальянский кулич Коломбо сверху присыпают белой сахарной посыпкой и украшают миндальными орехами. И всю эту красоту я отправляю в хорошо разогретую до 200 градусов духовку. Сначала на 5 минут, затем я снижу температуру духовки до 180 градусов и буду выпекать еще примерно 35-40 минут. Конечно, вы смотрите по своей духовке. Обязательно проверяйте готовность. Ставлю я противень на вторую снизу полку, включен верх и низ духовки. Если вы увидели, что верх кулича начал подпекаться, обязательно закройте фольгой. Куличи и краффины замечательно подошли, и я их точно так же сверху смазываю ореховой глазурью и украшаю посыпкой и орехами. Куличи краффины я отправляю выпекаться в хорошо разогретую до 200 градусов духовку на 5 минут, затем снижаю температуру духовки до 180 градусов и выпекаю еще примерно 25-30 минут. Краффин Коломбо я достала из духовки. Обязательно проверяем готовность. Благодаря глазури посмотрите, как он красиво подрумянился. Сверху образовалась вот такая замечательная корочка. Тесто здесь замечательно отходит от пергаментной бумаги, поэтому я очень легко сейчас все достану. Если хотите, можно просто разрезать форму. Какая красота получилась! Куличи краффины у меня тоже уже готовы. Все так замечательно подрумянились. Эти куличи получаются просто великолепные. Получается очень слоистое тесто,
И плюс оно более сладкое, более сдобное. Мне очень нравится именно вот эта верхняя корочка, потому что сверху она покрыта ореховой глазурью. Я пробую. Друзья, это божественно вкусно, такое наслаждение. Вот именно моя семья меня очень давно просила сделать вот такие сладкие-сладкие куличи. Это именно этот вариант. Эти куличи-краффины получаются реально очень сладкие, такие мягкие, воздушные, тесто немного влажное. Я всем желаю приготовить на ваш пасхальный стол такие замечательные куличи и коломбо-краффин, и куличи-краффины, и порадовать всех своих родных и близких.